Наверное, у каждого садовода-огородника наступает такой момент, когда нужно бороться с пеньками, которые остаются от спиленных деревьев. Я оказался не исключением из тех же самых огородников-садоводов, и мне нужно удалить пеньки. В начале, весной, когда я только приобрел этот участок, я их удалял с помощью трактора. Но это хорошо, когда трактор может заехать, когда у вас ничего не посажено, да, и он может выкорчевать вам любое дерево с корнями. Ну, у меня уже трактор на участок не заедет, потому что все уже засажено. А я вот в этом медвежьем углу спилил деревья, и у меня остались пеньки. И вот, подсмотрев в интернете, опять же таки, вы мне, мои дорогие подписчики, подсказали идею, как бороться с пеньками. И сегодня у нас квест называется «Ясень-пень». Мы боремся с пеньками. Но мы победили пенек. Это у нас пенек от сливы. Очень много порослей идет по всему участку от этой сливы. И сейчас мы будем с ним бороться. Для того, чтобы нам этот пень через полгода можно было спокойно вытащить, идея в том, что в основании пенька нужно просверлить отверстие. Значит, сверла по дереву. Значит, есть 25-ка и есть 35-ка. Это обычные сверла по дереву. Нужно сделать несколько углублений, засыпать туда аммиачную селитру. За счет того, что аммиачная селитра будет растворяться в тканях древесины, она полностью пойдет по корням, и через полгода, максимум через год, в зависимости от того, какой у вас пенек, вы его спокойно можете вытащить. И самое главное, что поросль молодая от этого дерева уже не пойдет. Но нам здесь спешить некуда, поэтому мы заранее спокойно до начала строительства засыпем, подготовим и будем бороться. Ну и посмотрим, какой результат. А через полгода я вам покажу, как у нас все здесь получилось. Так, стоп. Ну что ты лаешь? Ну, неудачно. Не хватает здоровья. Пришлось поменять инструмент. Аккумулятор разрядился, да, ну а сверлить надо. Взял самую старую, самую советскую дрель, поставил это же сверло и продолжаем сверлить. Нам нужно где-то сантиметров 10 сделать углубление. Это тихо. Тихо. Тихо, тихо. Не возмущайся, ну что.
логичнее, конечно, делать 3-4 дырки. Потому что если пень у вас большой, и чтобы селитра проходила максимально эффективно, в центр, это ядро у дерева, и ближе к окраинам еще сделать 3 дырки, потому что у вас в сторону корни идут в разную, это раз, и следовательно селитра может пойти в одну или из этих сторон, плюс через эти же корни попадает и селитра в молодые поросли. Поэтому не жалейте дырок, сверлите, все равно пеньку хана. Ну вот еще очередной пенек подготовлен к операции ясень-пень. Чем еще удобно иметь сверло диаметром 25 мм. Ну, сверло по дереву, естественно. Дело в том, что если вы будете использовать, по-моему, как я вот рекомендую, от пластмассовой бутылки вот такую воронку в технических целях, да, то диаметр 25 мм это как раз для того, чтобы вам удобно было поставить эту бутылочку, и она не шевелилась бы, стояла вертикально, и вам удобно было бы без посторонней помощи засыпать селитру. Ну вот как-то так получается. Конечно, если у вас домашнее животное, то нужно очень аккуратно, чтобы эта селитра не попала в пищевод им. Ну вот так, все отверстия у нас заполнены селитрой. Теперь можно закрывать это все дело пакетом. Кстати, о цене. Мешок селитры аммиачный 2 килограмма стоил мне 65 рублей. А сверло диаметром 25 – 73 рубля. Вот мы сделали 3 отверстия. Дерево мокрое, тяжело сверлится. Стамесочкой с полукругом вытаскиваем опилки снизу, чтобы их меньше было. Вот, и теперь нам понадобится аммиачная селитра, чтобы аккуратненько засыпать. У нас вот такая будет из бутылки сделана подставочка. Воронка. Вороночка. Да. Орса, иди. Чуть-чуть утрамбуем. Ну вот, основное мы сделали. Ну и для того, чтобы это не размывало дождем и ветром не выветривало поверхность, надо прикрыть пленочкой. Поставь на паузу. Последний наш завершающий аккорд. Поиграть хочет. Орса доволен, и мы тоже довольны. Но нам осталось. Не перебивай старших. Он, наверное, хочет быть тоже плотником. Да. Вкусные опилки очень.
Орса, ну все, хватит. Орса, сидеть. 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 Вот, молодец. Вот, ну, в общем-то, способ простой, элементарный. Результат будет виден на будущий год только. Вот, ну, ясень, пень, квест закончен. Ну и еще немножечко новостей очумелых ручек. Все, наверное, знают, садоводы-огородники, что есть такая вещь, как веерные вилы. Грабли. Незаменимая вещь для уборки листьев, особенно в период осени. И у меня такая же самая штука есть на предусадебном участке. Но есть одно но. Купив такие веерные вилы, значит, они регулярно сжимались. То есть здесь есть такая вот планочка, перегородочка, которая держит вот этот радиус, чтобы они пальцы веером, что называется, держались. Но в какой-то момент они просто-напросто раз и сжимаются. Ты останавливаешься, у тебя запал рабочий пропал, ты начинаешь все это опять выравнивать, начинаешь собирать листья, и через какой-то момент опять они сходятся. Ну и тут очумелые ручки предлагают свой рецепт. Итак, рецепт от очумелых ручек из села Молдаванского. Веерные вилы. Вот эта самая пластина, которая создает эффект распальцовки. И в какой-то момент она сползает сюда и сжимаются пальцы, вот эти вот грабли. И, естественно, эффективность работы хуже. Ну и что тут очумелые ручки предлагают? То, что есть у нас на предусадебном участке. Обычно алюминиевая проволока. Это то, что мне попалось первое под руки. Я ее просто взял и вот эту вот распорку закрепил в натянутом положении к штоку. Это посередине. И одну сделал справа и слева для того, чтобы они не крутились. В итоге, уже работая второй день, эти вилы продолжают сохранять ту нужную форму, которая мне необходима для эффективной работы. Элементарно просто, сказал бы господин Ватсон. Вот такой простой рецепт от очумелых ручек. Конечно, можно довести до совершенства, взять не проволоку, а, скажем, эластичный жгут, красиво все замотать, но когда ты работаешь и у тебя короткий день, не до фантазии. Вы не поверите, сегодня такой замечательный день, воскресенье, 29 ноября. Весь день было солнце, ветра не было, плюс 15, солнышко. Ну, никто не скажет, что это последнее воскресенье ноября месяца. И я хочу заметить, не только последнее воскресенье ноября месяца, но еще и осени. То есть больше осенью воскресных дней уже не будет. И мы этот день провели очень эффективно. Мы наш медвежий угол привели в порядок. И он сейчас выглядит совсем по-другому. Все спиленные деревья приведены в состояние дров. Как для бани, так и для шашлыка. Мы надеемся, что у нас будет баня своя, и дровишки нам это понадобится. Кое-что мы отобрали на очень нужные вещи. Колышки, которые мы будем делать. Их надо обстрогать от коры. Деревья подвязывать, отмечать грядки. Ну, мало ли что в хозяйстве. Это лучше, чем покупать. И всюду у нас дровишки, 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 дровишки. Ну и по новому методу, который я вам уже показывал, да, пенечки обработаны, просверлены, засыпаны селитрой. А еще мы выдирали хмель. И соседский забор теперь выглядит по-другому. Осталось немножечко деревьев, которые нужно поубирать здесь будет. Но мешают проволока, которая осталась. Ну и те самые кучи, которые у нас были от листьев, они фактически исчезли. Там последний догорает. Мушмула укрыта. Все, одна куча полностью сгорела. Пришлось сделать 3 кучи, потому что мы не могли никак разжечь листья, они были мокрые. Зато сейчас все в порядке. Из 3 куч остается одна. Но это последний будем подкидывать. И к вечеру уже, я думаю, она тоже сгорит. Ну и там в конце это еще один фигвам, сделанный для мушмулы.
чтобы она была прикрыта. Все-таки первогодка, это ее первая зима на кубанской земле. Вот такой вигвам сделан. Сверху я оставил небольшое вентиляционное такое окно. Ну, у индейцев тоже наверху был выход для дыма. Очень хорошо, тепло. Все вокруг тут либо пилили, кто-то деревья валил, кто-то строил. Очень хороший день сегодня. Хочется уже кушать. У нас, между прочим, в такие дни обед плавно превращается в ужин. И вот это дерево, которое завтра, у него будет меняться судьба. Одни из подписчиков сказали, что алычу красную, а это у меня красная алыча, нужно где-то на метр оставить, спилить, и пойдут новые побеги. И мы с Аллочкой решили, что мы именно так и сделаем. Потому что от тех деревьев, которые наверху, ветки, толку никакого, мы все равно урожай не можем снять. А так снизу, глядишь, с помощью стремянки можем что-то достать. Ну, в общем, день закончился. Я вам желаю мира, добра, счастья, здоровья. Вот это с вами был я, Сергей Гуд, и команда Викинг Лайф. Пока! Кстати, чуть не забыл. Лайки-то ставьте, подписывайтесь и пишите комментарии. Вот теперь точно пока.